Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами вяжем очередной японский узор из книги нашей любимой Хитоми Шида «260 узоров». Посмотрите. Шикарный ажур. У Хитоми Шида есть еще книга «250 узоров». И мы уже из этих обеих книг перевязали очень-очень много узоров. И все узоры разделены на нашем канале по плейлистам. Все ссылки у нас всегда под каждым видео. Заходите, смотрите, выбирайте, вяжите, любуйтесь, делитесь нашими видео. Нереальное наслаждение вязать такую красоту. Чтобы долго не болтать, сразу перейдем к схеме. Для тех, кто с нами первый раз вяжет японские узоры, я говорю то, что говорю всегда. Все схемы у Хитоми Шида составлены, и вообще все японские схемы составлены так, на них условные обозначения показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. Эти схемы очень удобны для вязания по кругу. Мы все время вяжем лицевые ряды, читая схему справа налево, и вяжем точно по схеме. При поворотном вязании мы лицевые ряды вяжем, читая их справа налево, затем поворачиваем работу наизнанку, и в изнаночном ряду уже условное обозначение читаем наоборот. Вот пустая клеточка, показано, что это изнаночная петля на лицевой стороне и лицевая петля на изнаночной стороне. Значит, если у нас будет на изнаночной стороне показана лицевая петля, мы будем вязать ее изнаночной. Ну, а пустую клеточку, соответственно, лицевой. Сам узор можно разделить на две части. Два разных узора. И каждый из узоров можно вязать как самостоятельный. Можно взять вот этот элемент и просто вот вязать, повторяя только его. Вы получите вот такой узор. Можно постоянно повторять вот такие интересные ромбы с шишечками, листиками. Можно вязать этот узор в шахматном порядке. Ну, простора для фантазии тут достаточно. И что я хочу сказать. Вот этот ромб, ну, вначале он треугольник, дальше он будет выглядеть как ромб. Эту часть узора вязать проще, потому что здесь в изнаночных рядах мы вяжем петли по рисунку. В следующей части уже в изнаночных рядах петли вяжем тоже по схеме. Но пугаться этого не надо, это не сложно, вы сейчас убедитесь. И я хочу сказать, что вот эта часть, ну, я не знаю, может быть, это тоже можно назвать листьями, можно назвать сердечками. Она повторяется через каждые 12 рядов. Сейчас мы будем с вами провязывать, и вы в этом убедитесь. И я хочу сказать, что я вам покажу, как вязать начало узора и половину ажурного узора. Вторая половина уже будет вязаться точно так же. Давайте начнем. Набираем на спицы 22 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И у Хитоми Шида первые два ряда установочные. Они не входят в раппорт узора. Можно их не вязать, но я уже буду вязать, как показано у нее. Первый ряд у нее показано, что вяжется лицевыми петлями, во втором ряду уже идет переход к узору. Я всегда это игнорирую, и в первый ряд я провязываю точно так же, как второй. Итак, мы вяжем сейчас два начальных установочных ряда, которые не входят в раппорт узора. Первый лицевой установочный ряд. 9 лицевых. Одна изнаночная, 9 лицевых. Одна изнаночная в конце ряда. Второй изнаночный установочный ряд.
И все последующие ряды по 14 включительно будут вязаться по рисунку. По рисунку это значит, мы будем вязать петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. У нас будут еще накиды в узоре, мы будем провязывать их изнаночными. Такие ряды я буду пропускать, вы будете вязать их самостоятельно. Провязали 2 установочных ряда, вяжем первый лицевой ряд узора. Сразу после кромочной делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Снова делаем накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 11 изнаночных. И наклон в правую сторону делаем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиными петлями, и я разворачиваю петли, когда мне нужно провязать наклон в правую сторону, чтобы они красиво легли и удобно развернулись. Делаем накид. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. 1 изнаночная в конце ряда. Третий лицевой ряд. Лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у меня неудобно лежит изнаночная петля. Я ее разворачиваю. 9 изнаночных. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 1 лицевая и 1 изнаночная. В 4-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 5-й лицевой ряд. 2 лицевые. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 изнаночных. И теперь нам нужно вывязать 5 лицевых петель из следующей петли, но на 4 ряда ниже. Считаем. 1 петля, 2, 3, 4. Вот в эту 4-ю петлю вводим правую спицу, вытягиваем длинную лицевую петлю. Делаем накид такой же длины, как петля, и снова вытягиваем петлю. Делаем накид, еще раз вытягиваем петлю. У нас получилось 5 длинных петель. Мы вывязали из петли на 4 ряда ниже. Теперь эту петлю на левой спице мы сбрасываем. Мы ее только что провязали. Провязываем 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 лицевые, 1 изнаночная в конце ряда. В 6-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 5 длинных петель, которые мы провязали лицевыми из одной петли, мы будем здесь их вывязывать. 5 изнаночных. Вот они. Все, далее петли по рисунку. Седьмой лицевой ряд. 3 лицевых. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 изнаночных. И теперь 5 петель нужно провязать вместе лицевой так, чтобы у нас средняя петля была по центру. Переносим, не провязывая,
Снимаем 3 петли на правую спицу, оставляем 2 петли за работой, снова на левую возвращаем и выставляем на первое место среднюю петлю. Теперь все 5 петель на левой спице мы провязываем лицевой и получаем вот такой красивый элемент. Далее у нас будет 2 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 3 лицевых, 1 изнаночная. В 8 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, кроме центральной петли, которую мы вывязали из шишечки. Мы вяжем ее лицевой. Вот она у нас, где мы 5 вместе провязали. Изнаночная петля, мы вяжем ее лицевой. Все, далее петли по рисунку. 9 лицевой ряд, 4 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 4 лицевых, 1 изнаночная. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Одиннадцатый лицевой ряд, 5 лицевых, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, 5 лицевых и 1 изнаночная. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Тринадцатый лицевой ряд, 6 лицевых, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, делаем накид и 3 петли провязывая вместе лицевой с наклоном влево. Я разворачиваю среднюю изнаночную петлю, чтобы у нас петли лежали одинаково, и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 6 лицевых, 1 изнаночная в конце ряда. В 14 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, кроме центральной петли, которую мы вывязывали, когда провязывали 3 вместе лицевой. Мы ее здесь, вот до нее дошли, она у нас изнаночная, мы вяжем ее здесь лицевой петлей. И далее петли по рисунку. Мы провязали первую часть узора. И сейчас будем вязать вторую часть, не менее красивую. 15 лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид, 1 лицевая, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид. Затем центральная изнаночная петля, и относительно этой петли будем далее вязать узор в зеркальном отображении. Накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, делаем накид, 1 изнаночная.
16 изнаночный ряд. Вяжем по схеме. 1 лицевая, 1 изнаночная. Делаем накид, 1 изнаночная. 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Они у нас на лицевой стороне провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Далее 1 изнаночная и провязываем 2 вместе изнаночной скрещенной. Следующим образом переносим петли на правую спицу, не провязывая, меняем их местами. Таким образом, чтобы вторая петля за первой была. Возвращаем петли на левую спицу, вторая петля у нас на первом месте стоит. И провязываем 2 вместе изнаночной. У нас на лицевой стороне не провязались как 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее у нас будет 1 изнаночная, накид, изнаночная, центральная лицевая петля и в зеркальном отображении изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе обычной простой изнаночной, 1 изнаночная и 2 вместе изнаночной скрещенной. Вот так еще можно это сделать. Подхватить обе петли сзади, перенести их на правую спицу, развернуть и вернуть на левую. Они у нас развернутые получились, перекрещенные. И провязываем 2 вместе изнаночной. Далее будет 1 изнаночная, накид и 1 изнаночная петля. 17 лицевой ряд. 2 лицевые, накид, лицевая. 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. 1 лицевая, накид, 2 лицевых, центральная изнаночная петля, 2 лицевых, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю петли. Кто вяжет классикой, не надо разворачивать. 1 лицевая, накид, 2 лицевых, 1 изнаночная. 18 изнаночный ряд. 1 лицевая, 3 изнаночных, накид, изнаночная, 2 вместе простой изнаночной, 3 изнаночных, 1 лицевая и в зеркальном отображении 3 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной, 1 изнаночная, накид и 3 изнаночных. Девятнадцатый лицевой ряд. 4 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, 4 лицевых, 1 изнаночная в конце ряда. 20 изнаночный ряд, лицевая, 5 изнаночных, накид, изнаночная, 2 вместе провязываем простой изнаночной, 1 изнаночная. Далее лицевая петля, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной, 1 изнаночная, накид, 5 изнаночных.
21 лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид 1 лицевая. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид, центральная изнаночная петля, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, изнаночная в конце ряда. 22 изнаночный ряд, лицевая, изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе провязываем простой изнаночной, 1 изнаночная, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной. Далее будет изнаночная, накид, изнаночная, центральная лицевая петля и в зеркальном отображении изнаночная, накид, изнаночная, 2 вместе обычной изнаночной, 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной скрещенной. Далее будет изнаночная, накид и изнаночная петля. 23 лицевой ряд, 2 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 лицевых, центральная изнаночная петля, 2 лицевых, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, накид, 2 лицевых, 1 изнаночная. 24 изнаночный ряд, лицевая петля, 3 изнаночных, 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной, 1 изнаночная, накид, 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных, накид, изнаночная, 2 вместе провязываем обычной изнаночной, 3 изнаночных в конце ряда. 25 лицевой ряд, 2 лицевые, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону, 1 лицевая, накид, 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 1 изнаночная. 26 изнаночный ряд, лицевая, изнаночная, 2 вместе изнаночной скрещенной, 1 изнаночная, накид, 5 изнаночных, 1 лицевая, 5 изнаночных, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная. Вот посмотрите, мы провязали с вами 26 рядов. С 1 по 14 ряд у нас 1 узор, и далее с 15
по 38 ряд у нас уже вяжется другой узор. Но как я уже говорила, вторая половина этого узора вяжется точно так же, как первая. То есть с 27 по 38 ряд мы будем вязать точно так же, как сейчас провязали с 15 по 26. Я уже не вижу смысла вязать одно и то же. Мы только что с вами провязали. Кто продолжает дальше, вернитесь к 15 ряду и снова повторите вот эти 12 рядов. Я уже тоже не буду их провязывать. Кто-то может вообще остановиться, хватит половины узора и дальше продолжать повторять уже первую часть. Я уже говорила, в этом узоре простор для фантазии. Можно между раппортами вязать дорожку из изнаночных, допустим, петель, или либо какую-то другую дорожку вертикальную. В общем, я на этом заканчиваю мастер-класс, и я думаю, что вам понятен принцип вязания этого узора. Ставьте лайки, если это так, если вам узор понравился, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.